Привет! Сегодня о том, как навести порядок в вещах с помощью разделителей, на что стоит обратить внимание при покупке, ну и, конечно, как сделать их самостоятельно своими руками. Разделители для ящиков нужны для того, чтобы вещи в них не перемешивались, и мы не теряли много времени на поиски нужного предмета, каждый раз перебирая весь ящик. Основное их преимущество в том, что мы можем делить ящики на секции любого размера и при необходимости добавлять или удалять ячейки. Конечно, удобнее использовать различные коробочки или корзины, но найти нужные размеры, а особенно высоту бортика, удается далеко не всегда, и тогда на помощь нам приходят разделители. У меня есть 3 вида, на них я и покажу все нюансы, плюсы, минусы, а потом сделаем такие же из картона. Начнем обзор с разделителей Хофта из Икеи. Они очень качественные, будут служить долго, все края гладкие, хорошо обработанные, и я спокойно их использую для того, чтобы навести порядок в одежде из тонких и нежных тканей. Они очень гибкие, можно их прямо в трубочку свернуть, поэтому большие ячейки форму держать не будут. Лучше всего их делить на маленькие секции и использовать для одежды. Вот эти я покупала на Алиэкспрессе для неглубокого ящика. Они тоже достаточно гибкие и для больших секций, к сожалению, не подойдут, но у них очень хороший надежный замок, и я думаю, какую-то мелочевку с ними можно организовать. Это тоже китайские, но совсем другого качества. Они очень похожи на гофрированный картон, только пластиковые. Они высокие, почти не гнутся, и с ними можно навести порядок в самых разных местах. Это именно те разделители, которые я показывала в видео про организацию холодильника. Но у них тоже есть свои недостатки. Во-первых, они быстрее сломаются, а во-вторых, я бы не рискнула их использовать для белья из нежных тканей или колготок, потому что края здесь не очень гладкие и можно наделать затяжек. При покупке разделителей нужно обязательно обращать внимание на количество штук в упаковке, потому что зачастую их продают дешево, но мало, и одной упаковки просто не хватит, потом придется ехать второй раз в магазин или ждать доставку. Также важно учитывать их длину и высоту для того, чтобы они хорошо подходили по размеру ящика. Чаще всего края нужно закреплять, чтобы концы разделителей не болтались и не гнулись. Но в маленьких ящиках с маленькими ячейками это не так критично, и для экономии пространства можно их оставить не закрепленными. Ну а теперь давайте сделаем вот такие разделители любого размера, в любом количестве, ничем не хуже покупных. Для этого измеряем ящик, в котором нужно навести порядок, и нарезаем полоски картона по нужным нам размерам. Затем в тех местах, где разделители будут пересекаться, надо сделать разрезы до середины прямоугольников. Ширина разреза должна соответствовать толщине картона, для того, чтобы их потом можно было легко соединить. Как видите, сделать разделители своими руками несложно и займет это совсем немного времени. Да, они не такие прочные, как пластиковые, и выглядят не очень, но их всегда можно облагородить, покрасить или обклеить, а в случае чего за 10 минут сделать новые. Я свои обклеила самоклейкой, она продлит срок службы моих разделителей, кроме того, ее легко можно помыть или переклеить заново. Больше видео об организации хранения вещей у меня на канале. Переходите, смотрите. Я буду рада новым гостям.